Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Я очень сильно устал от постоянных ремонтов. КамАЗ, Зилокран, хочется покататься. Покататься нужно на Монстре Максе. Почему? Объясню. Потому что очень сильно залило Белладонну. Нам нужно ехать в разведку, нужно проверить, как там все состояние. И тем более у нас есть новое болото, которое еще не испытано. Оно только испытано базом, больше ничем мы не успели его испытать. Поэтому в этой серии мы попытаемся испытать Монстра Макса в очередной раз, посмотреть, на что способна эта машина. Вам я желаю приятного просмотра. Огромная благодарность всем за поддержку на Бусти. Залетайте в наш Телеграм, ссылки все будут в описании. Ну а мы приступаем. Нам нужно, как вы помните, еще с прошлой серии приезжали Combat Crew, и у нас перестала работать помпочка подкачки. Поэтому нам надо ее сейчас попытаться демонтировать и установить новую. Вот такая задача. Полезли. Так, сняли старую помпочку. Сейчас будем устанавливать новую. Уже запаковали ее. Ну, кто-то вот турбину поставил здесь, блин, инженер. Тоже себе. Вот. Но турбина мешает, но реально. Так что устанавливаем обратно. Сейчас будем пробовать запускать. Тоже странно, не упирается никуда. Что за хрень? Так, зажимаем уже болты. Так, не знаю, как у нас получится здесь закачать топливо. Видимо, все-таки нужно будет сначала на канистрочке пытаться, а потом уже переводить на бак, потому что все сухое, все стояло очень давно. Ну и Monster Max у нас стоит. Combat Crew когда к нам приезжали? В сентябре, наверное, да? Да, скоро уже будет почти год, как Monster Max стоит. Ты говори, когда пшикать. Когда начнем. Мотор клинит. Да ну. Он же провернул. Бля, тут осиное гнездо, Дима. Может, уже закончились? Давай пробуем еще. Короче, осы не дают нам оживлять Монстра Макса, блин. Как они задолбали, вечно поселятся. А, вон они там где-то, вон. А, вон я вижу гнездо. Закрывай, закрывай. Нихай, что делать? Че, бежать? Не, надо брать эту газовую горелку и сейчас хернуть их. Ты увидел? Да. Давай. А Макс не загорится? Ну хрен его знает, вариантов нету, Дима. А где глушитель? Главное, чтобы они не покусали, вот что. Осы это всегда стрёмная тема. Но осы это фигня, у нас мотор подклинивает где-то, или вода может попала. Да вон они на полу все, Дима. Ух. И все? Он на 25 градусов проворачивается. Может быть, это стартер все-таки. Пассировал. То ли стартер, то ли девушка, а то ли видение. Нет, ну мотор вот крутится, Дим. Угу. Ну я ж кручу мотор, вот. То есть, ну, он не в клине. Скорее всего, что это стартер в клине. Ему не хватает, может, этой... Ну, мотор я кручу как бы. Или 190 ему нужны? О, провернул. Да он заводиться хочет, Дима. Не, подожди.
непонятно, что это было, но он просто запустился с полтыка, блин. Вообще какая-то стремота. В общем, не знаю, но суть в том, что он пытался запуститься, и, видимо, еще аккумуляторы слабенькие. Не знаю. Короче, он работает, и это самое главное. А воздух есть? Воздух что-то шипит. Так воздуха я чувствую, что гидравлики нет. Так шипит вот здесь. Ой, все. Топливо кончилось. Да не, просто что-то не то. Опять, видимо, с этой помпой проблема. Точно тогда и с комбатами было. И все. Выработал всю соляру из фильтров. И, наверное, все. А ты все снимаешь, сейчас от тебя джикнет. Меня не берет. Ну как вот сражаться с этим? Возле трубки как клапан действует. Вот, поэтому был куплен новый цилиндрик. Сейчас его закинем. Вот каким-то чудесным чудом он оказался в наличии у нас в городе. Поэтому я, конечно же, купил. Сейчас мы его закинем, поставим и попробуем разобраться с топливной системой. Все-таки не работает у нас подкачка ручная. Опять будем снимать подкачивающую помпочку. Все эти мелочевки, они, ну, скажем так, стандартные. Ничего здесь необычного нету, поэтому сильно вам не снимаю. Но оживить Monster Max очень хочется. Установил цилиндр, заменил помпочку, притер клапанки. Бэушная, правда, помпа, но новой у меня нету. Что-то обыскал, все нету. Притер клапанки, вроде должно все работать. Пробуем запускаться, потому что ручная помпочка уже начала работать. Я думаю, все будет четко. Запускаем мотор. Ну что ж, порядка 1,5 дня мне понадобилось для реанимации нашего Monster Max. Все работает, я уже попробовал, зад-вперед проехал. Устанавливаю аккумуляторы, сюда сделал вот такие подкладочки, как обычно, и купил вот такие стяжки. Стяжками притянем аккумуляторы сюда, чтобы их не потерять, на всякий случай. Также сейчас болгаркой планирую все-таки спилить вот эти решетки. Почему? Потому что прислушиваюсь к вашим комментариям, я всегда к ним прислушиваюсь. И действительно, наверное, правильно удалить все-таки их, потому что в случае какой-то ситуации нештатной выбраться из кабины будет нереально. Поэтому лучше их, наверное, все-таки убрать. Да. Аккумуляторы закрепил. Сейчас проверим, чтобы клеммы все работали. Да, вроде все четко. Зарядка идет там, гляньте. Надеюсь, идет. Ну пусть чуть поработает. Есть у нас еще одна проблема. Это колесо, которое спускает. Я взял шурупами, прикрутил, чтобы оно не разулось. Воздуха нам не нужно в него. Оно очень многослойное. Вот что я решил. Просто просверлю отверстие и шурупы вот такие закручу. Вот, чтобы колесо держалось от проворота. Посмотрим, что с этого выйдет. Может быть, поможет. Ну, если нет, так в любом случае его разбортировать. На камере там явно кирдык.
Топливо заправил, почти полный бак, нам хватит на покатушку. Ну и мотор шепчет, и надо не забыть одеть воздушный фильтр. Ну что ж, Макс демилитаризован, точнее дебезумен, да. Вот, на чуть-чуть, только на 30% примерно. Ну а следующий этап — это Гондураса окрас блогерского типа, за который вы так любите ставить лайки, а за покраску КамАЗа никто лайки не ставит. Не знаю, почему так работает. Смотрите, как преобразился наш Monster Max после вот такой гондурас покраски. Сразу в нем какой-то характер, готовый к сражениям, к испытаниям. Но однозначно очень классный результат. Совсем другая машина. Сегодня высыхает краска, ну а завтра мы поедем в болото кататься, веселиться. К нам присоединится Дима, возможно Максим. Единственная вещь, которую еще осталось нам прикрутить, это фильтр нулевого сопротивления. Устанавливаем его тоже. Пожалуй, это самая простая деталь к установке на Монстре Максе. Опа, давай. Все, теперь Monster Max к испытаниям готов. Немного антифриза, потому что у нас там уровня нету. Но антифриз в системе есть, но лучше чуть-чуть добавим. Так, не знаю, вывернемся ли мы здесь. Наверное, вывернемся. Сейчас доливаю антифриза и запускаем. Так, ну вроде бы все. Взяли с собой сапоги, воду, камеры, батареи. Также возьмем с собой Белтол. Вдруг по пути будет платная дорога. Вот. Выставим количество осей. 4,
Да, пусть будет 4 оси. Это мощнейшая машина. Так, ну это было очень красиво, не спорю. Но болото, признаюсь вам, вообще поменяло свою структуру. Болото лютует. Столько воды здесь не было. Дима впервые за рулем Монстра Макса. Дима, как? Вот туда. Ракета! В смысле туда? Ему без разницы куда. Но желательно туда. Чувствуется моща, а? Конечно. Блин, ну болото, смотри, даже здесь вода стоит. Ужас. Здесь всегда было сухо. Куда тут ехать? Вот туда. Все, движемся в сторону Беладонны, нас не остановить. В общем, если кто на опыте, здесь никогда вода не стояла. Блин, здесь все в воде. А чем мы буксуем, Дима? Газу дай, ёп! О, возьми правей. Офигеть! Ладно. Мне это уже не нравится. Но он идет, конечно, но сейчас на пятачке остановимся. В общем, здесь вообще просто вода стоит, уровень воды. Когда раньше здесь так было более-менее относительно сухо. Здесь мы всегда проезжали, ну просто покатились. А вот здесь начинается самая жесточайшая ситуация. Но, как я уже сказал, нас не остановить, будем пробовать.
ужас, что он творит. Так, у нас что-то произошло. У нас остался только задний привод. Видимо, кулаку гамон. Кардан на месте. Мне почему-то такое чувство, что переднему кулаку пришел конец. Кардан на месте. Так, сейчас я попробую здесь выезжать, но... Наверное, Дима, это эвакуация. Нифига он не выедет, что-то сидим мы хорошенько. Ладно, сейчас будем пробовать. Нету переднего моста. Нету смысла доламывать что-то, надо... Ну, он не поедет никуда, переднее колесо просто не вращается. Хорошо, что мы зацепили трос. Дима, как опытный бывалый оффроудер, меня предупредил о том, что нужно крепить трос заранее. Но это благодаря, в том числе и вашим комментариям, друзья. Ну, я думаю, сейчас мы трос туда закинем, на АТСе подъедем и будем пробовать его вытягивать. Сейчас будет эвакуация. Друзья, я только что снял небольшой кусочек для наших зрителей на Бусти. Если у вас есть желание и интерес, и возможность, конечно же, поддержать нас на Бусти, то можете переходить по ссылкам. Там маленькие кусочки, каждые 2-3 дня я снимаю о том, что происходит у нас в гараже. Можно сказать, общение со мной практически онлайн. Вот, ну а сейчас идем за АТСом. Я думаю, Ханамак здесь не проедет, поэтому такое себе. Мне кажется, что сорвало на вывернутом колесе. Колесо уперлось в рессору. Да, мне тоже вот именно в этом моменте, когда я вот здесь заходил, колесо уперлось в рессору, и оно пыталось, ну, продолжать его и сорвало. Потому что по грязи ему хватало сцепления, чтобы, ну, прокручивать эти колеса. А как только мы уперлись в рессору, так сразу и все это обломалось. А здесь большой переход еще, понял, и колесо вот так вот ломануло. Ну да ладно, фигня, сделаем.
Погнали. Оп. Идеально. Это у меня было в детстве прыжок. 1,50 м, наверное. А здесь 2. Так что передаю привет Юрию Александровичу, моему любимому учителю физкультуры. Как он нас учил? 1, 2, 3. Ха-ха-ха, изи. Так, ну назад так не получится. Мы просто его вытянем на сухую, я думаю, потом. Короче, пошли за АТС. Как обычно, нас спасает АТС. Запускаем его. Периодически я его запускаю. Я думаю, проблем не возникнет. Сейчас только уберем. Видите, как сделано заводом? Посмотрите, что такое АТС. На улице жара, а здесь в салоне прохладненько, свежо. Милое дело. Потому что АТС — это пушка. Или, как говорит Дима, Ракета. правильно. Подкачаем топливо ему. Надеюсь, оно там есть. Ставьте ваши ставки. Прямо сейчас остановите видео и напишите комментарий, вытянет АТС Monster Max или нет. Да, но АТС его не тянет, ты заметил это? Не заметил, что он буксовал АТС? Ну вытянул уже. Он-то вытянул, но тянуть его я не знаю. Но излом всегда легче. Так. Ну что, попытка номер 2. Слушай, ну свежо так по болоту ходить-то.
задним ходом. Решили развернуть его и будем тянуть передом. Все-таки так более правильно. Артиллерийский тягач должен тянуть вперед. Галька заругает. Думаешь, ты стал чище? Надеюсь. Все чистенько. Стой! Стой! Так, ну у нас небольшие потери. Как оказывается, Дима здесь орал на весь этот лес, но я так понял, слышали только вы, потому что я ничего не слышал. Наверняка и вы на своем диване там тоже очень сильно кричали, но в ЭТСе ничего не слышно. Я только переживал, чтобы вот на этот пень не навернулся Monster Max. Короче, из потерь у нас колесо все-таки съехало, порвался трос еще на одной из линий и чуть-чуть помяли крыло. Но вариантов нету, потому что на одной гусенице он и тянуть, и повернуть просто не способен был. Поэтому пришлось вот юлозить. Моя ошибка была в том, что нужно было все-таки длиннее его зацепить и тянуть как есть. Он по колее тянется, он без каких-либо проблем. Ну, ладно, будем делать, что поделаешь. Ну, тут уже вариантов нет. Проблемы, короче, трос в петлах, а что ты не кричал? Бесполезно. Так, ну что, это уже косяк. Ну надо, наверное, ехать за Ханамагом, мы тут не вывернемся ничего. Поедем, возьмем Ханамага, и на Ханамаге уже задом, я думаю, его притащим, правильно? Но от леса не будем далеко угонять. Так,
хочу купить шакл. Ну никак вот не могу найти как-то контору. Вот этим тросиком, ну так по плану планируем, чик, подняли в сторону и задом потянули. Должно бы работать. Сейчас проверим. Запускаем нашего помощника. Вывалилась эта фигня. Хочу купить шаг. Все, поехали. Так, там у меня примерно оно вроде бы стоит. Так. Цепляю сразу по центру, наверное. Короче, в один момент я чуть не прилег. Ты видел это или нет? Блин, короче, стрёмная тема. В общем, нужно, чтобы идеально было зацеплено по центру, иначе можно прикурить. Решили все-таки развернуть Ханамага и заталкивать монстра Макса за... Юрий Сотрос, он по-прежнему живет. Ему очень тяжело уже, но он еще живой. Я думаю, вот так. Все. Сейчас зацепим и будем пробовать загонять. Стой! Стой!
я считаю, это профессионально. Для первого раза вот так его закатить это почти невозможно. Но я вот попал, справился. Потому что плоскости все другие, вот, и ты, и нужно и жопой попасть в ворота. В общем, это достаточно сложно. Ну вот, друзья, и подходит наша движуха к концу. Огромное вам спасибо, что в этой серии были с нами. С вас лайк, естественно, и подписка. Спасибо, что не забываете про наших спонсоров. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.